Всем привет, с вами Дэн. У нас сегодня микробренд Ratio, который активно продается в Creation Watches, то есть на Joomla можно купить. Кстати говоря, на Joomla можно оплачивать рублевыми картами, никаких ограничений санкционных и всего подобного там нет. И есть мой личный купон Joom, DENGITAT, описание этого купона, все ссылки в описании к этому видосу. Короче, я вам уже показывал две модели Ratio, они мне очень понравились в плане соотношения цена-качество. У них всегда такой крепкий, хороший, добротный корпус, очень аккуратные циферблаты. Давайте смотреть, что на этот раз. Кстати, в комплекте еще вот такая вот инструкция, довольно-таки большая, в коробочку явно не влезает. Ну, в общем, здесь на английском языке основное прописано. Ну, давайте смотреть. Коробулечка, так, ага, Ratio, 2 года международной гарантии. Целлофановый пакетик, как у японцев. Кстати, приятная такая коробочка под карбон. И самое главное, это часы. О, слушайте, на фотографии вот у Ratio, ну и, кстати, у многих часов на Creation Watches, не очень качественные фотографии, а, блин, они вживую намного интереснее. У них какой красивый циферблат. Я думал, он бордовый, а на самом деле это какое-то вот что-то на стыке между красным с каким-то оттенком в коричневый немножко. Слушайте, классно. Мне напоминает цвет какой-то даже вот земляники, что ли, темный такой, перезрелый, не знаю. В общем, девушки или знатоки, напишите, как этот оттенок можно назвать. В общем, очень интересно. На фотографии, ну, прям вообще не то. А здесь класс. Секундная стрелка, вижу, в метке попадает. Все, как вы любите. Значит, модель называется Ratio Freediver с красным циферблатом. Есть там несколько версий. 1000 метров водозащиты у этой модели. Ну что ж, пора снять пленочки и подетальнее познакомиться. Ну, хорош, мне нравится. Мне нравится циферблат, мне нравится цвет, мне нравится вот этот вот дизайн такой, я бы даже сказал, где-то 2010-х. Сейчас таких дайверов немножко не хватает, потому что все в основном идет в винтаж, либо прям откровенные хомажи, а здесь все-таки у нас попытка сделать что-то свое, опять же, с оглядкой на тот же самый там Seiko Citizen. Ну, как у большинства моделей от Ratio, да, хотя у них есть и чисто свои дизайны. Значит, здесь стальной корпус, стальной браслет, внутри кварц Seiko VX43E, сапфировое стекло, 1000 метров водозащиты, как я уже сказал, 1000 метров, безель. Вставка здесь идет алюминиевая. И в данном случае такой красный цвет циферблата. Очень аккуратный безель, прям такой хороший, четкий, уверенный. Хват, правда, довольно-таки скользкий. Нужно именно стараться брать, где вот эти насечки. Если где-то здесь берете, да, будет немножко скользить, потому что безель плоский, а основная часть корпуса, она намного шире, чем безель. Ну, за счет этого получается такой необычный пухленький дизайн. Так, значит, заводная головка, как мы уже разобрались, ну, естественно, 1000 метров водозащиты, она завинчивается. И здесь есть также вот такая специальная у нас гелевый клапан, да, гелевый клапан. Ну, для такой водозащиты как раз это и необходимо. Так, давайте все-таки я стрелочки-то переведу, чтобы они нигде ничего не мешали. У нас здесь дата есть день недели. Для тех, кто не может прожить без даты. Ну, вдруг нырять будете, а забудете, какой сегодня день недели. Мало ли там квартплату вносить или еще что-то, а вы там с аквалангом погружаетесь. Короче, на Joomla такие часы стоят без всяких скидок, без купонов 15 тысяч рублей. Давайте, хотел сразу, наверное, посмотреть на сапфировое стекло. Ну, не то чтобы не доверяю, но как бы, а что бы нам и не проверить? Что бы нам и не проверить? Так, сапфир выбил все, вообще все деления. Отлично. Так, следующее, что хочу посмотреть, вес. Вес, потому что часы тяжеленькие. Мне кажется, должно быть больше, чем 200 грамм. 209,4, 209,5. Ну, хорошо, такие чувствуются, но для 1000-метровых так это прям нормально. По безелю 42,8, ну практически 43. Если мы посмотрим по самой широкой части корпуса, то 46. Высота, кстати, не такая большая, 13,3.
И ну, здесь у нас крепление браслета такое же, как на Oris Aquis, да, когда есть центральные такие, центральное звено и широкие ушки. Кстати, вообще корпус такой, я бы сказал, еще более распластанный Oris Aquis, потому что эта часть, она еще больше так вот как бы приплюснутая. Да? В общем, поэтому здесь сторонние ремешки не подойдут, только если у мастера заказывать, но, тем не менее, по размеру тут получается 24, а где застежка, там уже меньше, чем 20. Ну и самый, наверное, важный параметр – это от ушка до ушка. Здесь ушки длинные достаточно, 52,6. Так что учитывайте ваши возможности, что называется, и ваши габариты. Я думаю, что эта модель на среднее запястье, либо на крупное. Ну да, мое запястье 18,5 в обхвате. Вот они сидят как надо. Как вот для дайверских именно часов, таких, да, с большой водозащитой, с достаточно крупным корпусом. Они у меня сидят окей. Я думаю, на 18 сядут. Меньше, лучше, наверное, смотреть что-то другое. И на крупное запястье, конечно же, будет шикарно. Но при этом, знаете, несмотря на то, что корпус достаточно крупный, он не выглядит прям супер оверсайзом. Вот мне прям нет такого ощущения. Наверное, потому что все-таки безель уже, чем корпус. Корпус-то... И они невысокие. Вот еще тоже важный момент, они невысокие. Ну и ушки, они вот опять же, как у аквисов, да, сразу как-то загибаются вниз. Первое звено прям идет уже практически, да, сразу падает туда вниз. Поэтому посадка удобная. И звенья браслета, они такие не длинные, они достаточно короткие. Кстати, все с сатинированием, как правильно, как для дайверов, все правильно сделали. Короткие звенья и как-то прям облегает запястье очень хорошо, очень уверенно. Ну, слушайте, классно, классно. Вот этой головкой они напоминают, там, ну, из Seamaster, да, с этой стороны головка. Здесь они, наверное, мне больше напоминают что-то из Orient. Но если у Orient раньше они там, у того же Mac отвечали за дату, да, соответственно, здесь это именно гелевый клапан. Ну, прикольное решение, такое немножко характера добавляет. Наплывы защитные такие мягкие, здесь вообще все мягкое, мягкие везде переходы, на ушки, по корпусу, в едином таком стиле сделано. И браслет, приятный браслет, а для дайвера прям супер. Застежка, штамповочка с двойным фиксатором. Ну, не знаю, почему вы сделали вот такую недорогую застежку. Может быть, все-таки для того, чтобы снизить вес, потому что вес здесь немалый, водозащита большая, ну и придумали вот такую конструкцию. Хотя, в принципе, наверное, если вы именно действительно вдруг будете погружаться с механическими часами, кстати, есть дайверское расширение, что хорошо, есть возможность поднастройки. Ну, здесь, наверное, хорошо бы ставить каучуковый ремень, и тогда уже какие-то погружения делать с такого плана часами. Так, ну что ж, давайте, наверное, поглядим-ка с вами и макро уже. Так, ну, кстати, да, вкладка на безеле здесь сложной формы, а вот циферблат мне нравится оттенок. Ой, красивый, ой, прям сочный, класс. Ну и читаемость здесь тоже на высоте. Кстати, печать аккуратная, все такое, да, ну, здесь метки, стрелки, метки напечатанные, люминофор везде, да, и аккуратная подложка круглая для меток, там, ну, либо вот сложной формы на отметке 6 и 12 часов. Корпус здесь везде только сатинирование, ну, достаточно все приятненько, тем более для своей цены. Ну и водолаз у нас тут на задней крышке. Что скажу по итогам? Безусловно, не ждите здесь какой-то царской отделки. Здесь главное это водозащита, здесь характеристики и очень даже приятное качество циферблата. Мне прям понравилось. Необычные часы, я бы сказал, редкие для нынешних времен часы. Красиво исполненные, знаете, на лето приятно, наверное, вполне будет. И на солнце, конечно, такой циферблат будет очень красиво переливаться. Пишите, как вам эта модель, как вам рейтинг, что еще может быть из их ассортимента показать. Я бы сказал так, что это третья модель, которую я рассматриваю на канале. И третья модель меня, в принципе, удивила, порадовала. Ну и вообще хорошо, что есть вот такие сегменты, которые покрываются такими брендами, да, потому что вроде бы, ну вот очередной дайвер с большой водозащитой, но какие-то вот интересные нюансики у него есть. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.